Здравствуйте, меня зовут Павел, и я приветствую вас на канале Каменмастер. Вы думаете, я, наверное, совсем с ума сошел и собираюсь в третий раз вам про тену рассказывать. Это не так. По виду, да, это тена однозначно, пламень тена, но на самом деле эта печь кардинально другая по устройству. Это пламень тена термо. Термо означает, что данная печь снабжена теплообменником и предназначена для подключения в систему водяного отопления. То есть печь может работать по сути как котел. Котел со стеклом. Значит, на что я хочу обратить внимание? Во-первых, внешний вид. Он в точности повторяет практически все детали, 90% унифицированы с оригинальной печью. Отличия я вам покажу. Почему именно эту печь я хотел про нее рассказать. Во-первых, я вам расскажу в принципе ее устройство, потому что у нее есть очень оригинальные нюансы в плане, как устроен теплообменник, как его обслуживать. Она в этом плане намного выигрышнее своих конкурентов выглядит на фоне них. Далее я вам покажу даже для примера совсем коротенько топочку, чтобы вы поняли, насколько иногда сложнее обслужить аналогичные топки с водяным контуром, чтобы вы просто понимали, что это такое. И самое главное, это самый больной вопрос. В самом конце видео я дам кратенько совсем, потому что это отдельная тема, которой надо много времени посвятить. Это как ее правильно подключить, потому что это самый больной вопрос. 90% проблем с работой, грязных стекол, стенок, то есть все, что плохое есть, это неправильное подключение таких приборов. Это касается любых печей такого типа. И в том числе, собственно, твердотопливные котлы тоже подпадают под эту группу оборудования. По поводу характеристик. Значит, во-первых, печь, несмотря на наличие теплообменника, ни капли не потеряла в емкости камеры сгорания. Это один из козырей этой печи. По-прежнему показываю вам 550 мм дрова, совершенно свободная закладка, вот до любой практически высоты, то есть на всю высоту камеры сгорания. Даже 600-ка входит туда, в камеру, пожалуйста. Но я скажу честно, 600-ка это скорее, если вам попало просто такое полено. 550-ка вполне рабочий размер. По характеристикам. Данная печь имеет мощность тепловую 8 киловатт по воздуху, то есть воздушное отопление, и 7,5 по воде. Ну, мы обычно считаем 7,5 плюс 7,5 для простоты. Значит, соответственно, она на 50% мощнее стандартной тены. То есть это дает вам преимущество в объеме отапливаемого дома. Например, если вы используете ее, как условно там единственный отопительный прибор, то диапазон может быть где-то от 50-60 квадратных метров нормально утепленного помещения до вплоть до 150. Но это уже верхняя грань, тут ее скорее надо как вспомогательный источник использовать. При этом помещение основное, где стоит печь, отапливается по сути воздухом, например, там 30, 40 или 50 квадратов. И вспомогательные комнаты, какие-то коридоры, санузлы и так далее могут отапливаться водяным контуром. Это идеальное применение, когда у вас дом с большим количеством помещений, иногда удаленных друг от друга. И отапливать чисто воздухом непрактично, неудобно, неравномерный обогрев. Водяное отопление решит эту проблему. Значит, что еще можно про нее сказать? КПД для таких приборов у нее необычайно высокое, это 83%. Это близко к теоретическому пределу, по сути, для печей каминов на дровах работающих. Это просто за счет того, что теплообменник очень эффективен. Я покажу, как он расположен, его форму, и вы сразу все поймете. Визуально, наверное, тут уже смотреть нечего. Я отсылаю вас к видео по устройству печи, оно идентично на 90% тене стандартной. Вы найдете ссылочку на это видео. Те, кто хотят понять, как, собственно, все это выглядит, когда печь работает, горит, как ее растапливать, практическая эксплуатация, тоже я сделаю отсылочку к видеоролику, где печь я полю. Потому что визуально никакой разницы не будет. Сейчас мы перейдем к самому интересному устройству теплообменника этой печи и чем он отличается от других, чем он так хорош. Внутреннее устройство печи. Как мы видим, никаких изменений значительных нет. У нас все так же подовое здесь горение, то есть защитная часть, которая засыпается песочком. Посмотрите в обзорах моих предыдущих. Подача воздуха, дожик, он немножко ниже. Почему? Вот деталь теплообменник, которая занимает всю верхнюю часть. То есть это по сути рама полая из профилей, по которой циркулирует вода. Дополнительно имеются перемычки в виде труб
через которые дымовые газы, проходя, нагревают эту конструкцию. Обратите внимание, в отличие от дешевых печей, где это в виде просто дешевой коробочки сделано в задней стенке, вот так, стоит просто кусочек, как в банных печах, эффективность их крайне низка. Ну, там даже польские производители такие вещи делают, там, по-моему, Козы есть. Там низкая мощность, 1,5–2,5 киловатта максимум, и все. Здесь реально эффективный теплообменник с большой площадью контакта с дымовыми газами. И он именно основную температуру с языков пламени верхних снимает. Но, во-первых, снизу доступ. Посмотрите, как удобно чистить. Видите? Вот. А теперь посмотрим сверху. Здесь, не забываем, фишка этой печи — съемный люк. Я его снял. И посмотрите, пожалуйста. Вот верхняя часть этого теплообменника. Отверстия, в них видны трубы, которые мы видели снизу. Изумительный доступ. То есть вот все это я могу без всяких проблем чистить. Посмотрите, как удобно. В отличие от котлов и так далее, когда черные чумазые заказчики там, чтобы почистить, каждые 2 дня лазят, не знают, как это все вычистить. Здесь это делается обычной щеткой или строительным пылесосом. Очень быстро и просто. В течение 5 минут. Вот фишка этого теплообменника. Еще, сейчас мы посмотрим сзади. Значит, смотрите, я снял защитный экран, вот он, который, я напоминаю, очень сильно понижает температуру стены. А в данном случае, вот, к слову, характеристики печи, заявленные заводом. Значит, вот патрубки подвода отхода воды. Это 3/4, судя по всему, 3/4 диаметры для подключения, выхода теплообменника. По сути, теплообменник, то есть печь сама по себе. Сейчас я этого коснусь, этих нюансов. То есть теплообменник стальной, он никак не зависит от корпуса печи. Вот соединители, вот зажаты гайками. Если мы их открутим, то посмотрим еще раз внутрь. Фактически теплообменник опирается вот на опоры чугунные. Все. То есть без всяких проблем его можно извлечь и заменить. Вот это чистка и замена очень важные моменты. На это в первую очередь надо обращать внимание. По сути, в данной конкретной печи, сейчас давайте я еще раз сниму ее на общем плане, как она выглядит. То есть это все та же тема наша. Вот. И сейчас я вам объясню ее плюсы. Значит, в чем ее плюсы и отличие от конкурентов? В отличие от совсем бюджетных печей, стальных там типа делают там Бавария, Метабел, еще разные производители, полностью стальные. Там при сильной нагрузке, а если мы берем топку для водяного отопления, очевидно нагрузка будет достаточно сильная на нее, потому что иначе смысл ее брать. Мы достаточно быстро убиваем корпус печи, потому что стальной корпус плохо сопротивляется такой интенсивной эксплуатации. И по сути выкидываем, потому что он не ремонтопригодный. Это цельносварные обычно конструкции. Поэтому ресурс их недолг. Обычно от 2 до 5 лет при интенсивной эксплуатации. Крайне редко они выхаживают там больший срок. Тоже касается дешевых стальных котлов. Для сравнения, чтобы мы понимали, стоимость данной печи около 1000 евро. Для сравнения, нормальные котлы такой похожей мощности суммарной в районе 15 киловатт, даже там с водой на 7-8, это процентов на 20-30 дешевле всего лишь. Но здесь, извините, это печь красивая, со стеклом, с огнем, поэтому прямое сравнение неуместно, котел вы не поставите в гостиной. И в таких бюджетных котлах чаще всего это будут полностью стальные конструкции, которые опять же работают какой-то срок, даже если вы их правильно подключили, около 10 лет их срок службы. Если вы еще и неправильно подключили, я коснусь в конце ролика этого, то это может быть вообще 3-4 года, и он развалится, сгниет, правильнее сказать. Вот. И вы его выкинете, они точно не ремонтопригодны, я вас уверяю. Там заплатки какие-то поставить на месяц-два и все. Здесь основное ее преимущество, что теплообменник стальной, чугунный основной корпус, то есть на корпус ложится вся нагрузка по горению и так далее. А теплообменник в случае, если все-таки, что бы там ни произошло, даже неправильно подключили, он там сгнил, условно говоря. Вот. Или правильно подключили, но он выработал свой ресурс, там, не знаю, 5, 7, 10 лет просто от старости. Вы не выкидываете изделие, вы снимаете теплообменник, выкидываете его и заменяете на другой. То есть, по сути, пока вы это делаете, печь у вас работает. И даже крайняя ситуация, это недокументированная возможность, то есть я как бы
Считайте, что я это не говорил. Ну, фактически, если по каким-то причинам вышла система отопления воздушная, например, теплообменник, водяная точнее, разрушился теплообменник, что-то еще произошло. Печь сохранит свой функционал, то есть как аварийная на полмощности, ее можно будет топить. Слив, естественно, воду с системы. Да, теплообменник совсем как бы ему уже все, капец на выброс. Но фактически это будет немножко с урезанным функционалом обычная тена. Просто теплообменник будет играть роль зуба, уже никакого водяного отопления, ничего, но можно не замерзнуть. То есть, если такая проблема произошла, и вы там что-то разморозили систему, или повредился все от старости теплообменник, пока вы ждете запчасти, по крайней мере, вы не убьете печь, потому что по устройству она в точности идентична воздушной печи. Вот это самое главное козырь этой печи. Вот это самое основное. Сейчас я для сравнения, я показал, как удобно чистить снизу, сверху. Покажу топку, например, где хорошую топку, я даже бренд не буду там называть, достаточно, на мой взгляд, хорошую. Вы увидите, насколько сложнее там это делается. Ну и потом, как я обещал, кратенько, как правильно подключать такие приборы, потому что эта тема очень огромная, на нее надо будет отдельное видео на водяные. Я скорее ввожу вас в то, как надо применять вот такие приборы. Как правильно выбрать, как правильно монтировать, какие помещения для нее лучше всего подходят. Сейчас мы это рассмотрим. Вот, например, каминная топочка, не суть важно, кто производитель. Видите, данный значок означает, что у нее соотношение 13 по воде, 7 по воздуху. Напоминаю, у модели, которую мы смотрели, 50 на 50. Для дома такого, где большая комната, зал, стоит она, и много маленьких комнат, то соотношение выгоднее. Это выгоднее, если у вас больше по воде. Но, несмотря на огромный размер, а она достаточно большая, рассмотрим внутри. То есть вот, смотрите, здесь у нас дефлектор, зуб. То есть вот эта вся конструкция, она снимается. То есть, чтобы почистить, нам надо снять футировку, снять вот эту конструкцию. Там, здесь, наверное, плохо видно из-за освещения. Там дальше такие же точно поперечные трубы, которые берут тепло. Сейчас сверху покажем вам. Смотрите, вот эти трубы. Представляете, разница снизу от дефлектора до сюда более полуметра расстояния. Чтобы все вот это прочистить от налета сажи, откуда он появляется, я вам сейчас еще расскажу. Вот. Это довольно трудоемко. Надо специальная щетка, учитывая длину топки, еще и много времени. Сравните с удобством обслуживания модели, которую я вам показал. Ну а сейчас мы разберемся, откуда вообще берется море сажи и почему сгнивают вот эти трубы теплообменника у многих котлов. Переходим к схеме подключения печи камина Tena Thermo с водяным контуром. Здесь типовая схема, то есть многие компоненты отсутствуют, это не схема для монтажа, то есть это не проектная схема, это именно упрощенная. Я хотел на ней показать основные узлы подключения. Самое важное, что такая схема, если она правильно реализована, она позволяет вам решить самые больные вопросы всех твердотопливных приборов с водяным контуром. Котлов, печей, каминов, топок. А именно засаживание теплообменников, когда они покрываются толстым слоем сажи. Сажа практически не проводит тепло. Там, наверное, в 100 раз, в 400 раз хуже стали. Соответственно, у вас падает эффективность. То есть, по большому счету, у вас перестает греться ваши там батареи. И второй момент – это обильное образование конденсата на теплообменнике. Как следствие, на нем постоянно влага, это кислоты, он разъедается и сгнивает. При неправильном подключении теплообменники современных котлов и печей могут выйти из строя буквально за год, за 2, за 3 практически 100% они выйдут из строя. Схема, которую я вам показываю, позволяет повысить комфорт пользования печью и ресурс в несколько раз, иногда в 2-3, и как минимум раза в 1,5 сэкономить на топливе. Значит, подходим непосредственно к подключению. Вот наша печь Tena. Значит, дальше, здесь могут быть различные группы безопасности, там расширительные баки, они там могут быть для закрытой системы отопления, там для открытой системы отопления. Мы этого ничего не касаемся. Сразу говорю, что это система с принудительной циркуляцией, то есть насос гоняет теплоноситель в воду или антифриз какой-то. Значит, что происходит? Из печи мы берем условную какую-то ситуацию, выходит вода с температурой, например, максимальной 85 градусов. Значит, что нам надо? Первый этап вот здесь вот происходит.
ставится какая-то конструкция, автоматическая, не автоматическая, которая позволяет подмешивать горячую воду к холодной. Холодная — это обратка, это то, что возвращается из системы отопления. Возьмем, что тут температура самая низкая, 25 градусов после теплых полов. Что мы получаем? Если эту температуру подать сюда, в печь, то теплообменник будет холодный, 25 градусов, он будет весь в конденсате, он сгниет, и сгниет очень быстро. Вот эта часть настроена таким образом, чтобы после него температура уже возвращалась в печь 65 градусов и больше, больше 65, запомните эту цифру. Ну, условно там есть отличия, но в целом вот эта цифра гарантирует вам. То есть происходит подмешивание горячей воды отсюда сюда, и у нас вот по этому контуру циркулирует 85-65, не ниже, по крайней мере. Первый этап, это очень важно. Следом эта вода попадает не прямо в батарею, ни в коем случае, а в большой бак. Он называется теплоаккумулятор, там, теплонакопительная емкость, не суть важно. Я заранее рассчитал под мощность данной печи емкость данного бака, чтобы вы не тратили на это время. Для него оптимальные емкости 300-500 литров. Что происходит? Вода попадает сюда, в верхней части у нас условно 85, в нижней, естественно, 25 градусов. Что позволяет нам эта конструкция? Во-первых, распределение воды. Например, батареи высокотемпературные, в них пошла там температура 80, вышла из них там, например, 60. Верхняя часть бака горячая. Средний уровень, условно, нам надо ГВС, воду мыть, система горячего водоснабжения. Мы подали холодную воду насосом, там стоит спираль, косвенный теплообменник, как в самогонном аппарате. Нагревается вода, и в кран мы получаем горячую воду здесь. Например, здесь у нас, соответственно, там 60 градусов, на выходе 40. Точнее, наоборот, сюда холодная там 10 подалась, а на выходе получили 40. Вот так. Далее еще ниже контур, теплые полы, в которые крайне редко подают выше 50. Берем наиболее типовые значения, там 40 градусов подали в теплый пол, и вернулось там 30. Ну, здесь еще больше остыло, там 25 стало. Мы максимально использовали энергию бака, потому что чем выше здесь температура и чем ниже здесь, тем полнее мы использовали этот бак. Значит, еще функция этого бака. То есть здесь понятно. Он накопил какое-то тепло. То есть, например, печь работала какое-то время, нагрела всю воду в баке. Печь выключилась, все, она не работает. Она погасла в 12 ночи. А в баке у вас накопилась энергия. Вот еще до 4 часов утра вот эта вся система будет работать при неработающей печи. Более того, это позволяет нам использовать печь в наиболее оптимальном режиме, а именно КПД печи наивысшая на номинальной мощности. То есть мы топим ее на все ее, ну, мы берем воздух 8, плюс там на 7,5 по воде. Вот эти все 7,5 мы выделяем. И даже если для вашего дома в данный конкретный момент надо всего 2 киловатта мощности, избыток мы накопили здесь. И потом по 2 киловатта забираем втрое дольше, естественно, потому что, ну, даже вчетверо почти дольше, чем работала печь. Дальше с баком. Есть точные расчеты емкости бака в зависимости от вот этой разницы температур. Я вам дам приближенный, который всего на 15% отличается, зато вы в уме научитесь считать. Например, для бака 500 литров мы можем умножить на дельту температур. В данном случае это у нас 60. Так, 530. Ну, 30 тысяч ватт, 30 киловатт. 300-й бак. Ну, я хочу обратить ваше внимание, вот эта дельта почти идеальная. Реальная дельта обычно разница, то бишь между температур, это, например, 80-30. Ну, это более реалистичные цифры. Ну, я беру так, 30 на 60, 18 киловатт. Вот это вы можете накопить в баке от 18 до 30 киловатт. То есть, что происходит? Еще раз, мы растапливаем печь. Она греет, дает вам 7,5-8 киловатт. Например, там 3 × 7, ну, 21, ну вот 3 часа. 3 часа. Здесь 30, 7 × 4, 28, 4 часа. Через 4 часа 500-литровый бак будет полностью нагрет. Через там 3 часа, чуть меньше, 300-литровый бак будет полностью нагрет.
Например, печь погасла. При этом она это время и грела естественный дом. Но печь погасла полностью. И опять мы начинаем расходовать вот это накопленное тепло на вот эти все нужды. Например, если потребление небольшого дома площадью там 80 квадратных метров, 4 киловатта в час ему надо, 4 киловатта. Мы можем 30 поделить на 4. То есть, ну, там 8, 7, 6 часов, 6-8 часов. Если даже маленький 18-киловаттный бак, и мы эффективно используем, то это 4 × 4 = 16, 4-5 часов. То есть после того, как все не работает, вы еще имеете вот это время для того, чтобы ваш дом продолжал нагреваться, батареи были горячие. Более того, если эта система объединена с электрическим обогревом, либо это какой-то ТЭН, установленный в бак, либо где-то установлен электрокотел в системе, мы его не рисуем. Как только температура в комнате начала падать, включился электрокотел и поддерживает какую-то минимальную для вас удобную температуру. И еще фактор. Лето. Вы решили потопить котел летом. Вам не надо отопления. В обычной ситуации вы нагреете батареи. В данной ситуации у вас будет время 3-4 часа спокойной эксплуатации этого прибора. Будет нагреваться бак. Батареи работать не будут. Он нагреется, и потом вы сможете еще сутки для горячего водоснабжения руки мыть, ванну наполнить. У вас будет дармовая энергия, которую вы и так расходовали просто для красоты посидеть у огня. Поэтому ключевое во всей этой конструкции теплонакопительный бак. Вот его примерная емкость. Цена такого бака не превышает половины стоимости печи. Я напоминаю, около 1000 евро стоит данная печь. И там в половину меньше, а то и треть стоят вот такие баки. Вот это очень важно. Если вы не хотите, чтобы у вас был гнилой теплообменник, все заросло сажей, грязное стекло и так далее и тому подобное. А не пытаться, как многие, переводить водяную печь в тлеющий режим, когда конский расход дров, опять грязные стекла, и жаловаться на то, что она не горит там 8 часов, или горит, но все страшно и черно. Эксплуатируйте на полную мощность, и вот при такой схеме у вас будет все эффективно. Вы будете 2 раза в день топить печь-камин и все. И получать теплый дом. А не бегать как кочегар, подкидывать или в тлеющих режимах использовать эти грязные печи. Запомните вот это. Я хотел акцентировать на вот такое подключение ваше внимание. Ну, я надеюсь, что какую-то пользу вы извлекли, и это поможет вам вообще с водяными приборами и с печью пламен ТЭНа, термо в частности. Надеюсь, вам это все понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего хорошего, до свидания.